следователь по делу убийства Немцова рассказал кое-что очень интересное. Сразу скажу, что сейчас он живет в Германии, поэтому может говорить все, что угодно, но попросил для безопасности не раскрывать имени и фамилии. Он сказал, что видел множество поддельных преступлений, но этот удивил абсолютно всех. Сначала подключили все ресурсы, чтобы найти реального преступника, потом преступники сами пришли к нам. Мы, естественно, продолжили и дальше разбираться в этом деле. Через неделю нам сказали прекратить расследование под угрозой увольнения не только меня со службы, но и всей семьи и ближайших родственников. Я сразу подумал, что кто-то очень влиятельный заказал это убийство. Первое подозрение упало на Путина. И оно оказалось последним. Путин специально пустил слухи про Рамзана Кадырова, чтобы как-то отвести от себя взгляд. Про дело я, естественно, забыл, ведь сильно испугался за себя и близких. Вот такое мини-интервью дал бывший следователь по делу Бориса Немцова. Хочу вам предоставить еще одно мнение, за которое в свое время посадили известного политолога. Он рассуждает о том, что Путину было вовсе невыгодно убивать Немцова, но с его мнением я полностью не согласен. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, за что именно Путин убил Бориса Немцова. В каждой истории всегда есть свой выгодоприобретатель. В политике вообще не происходит ничего просто так. И уж тем более просто так не происходит политических убийств. Для понимания того, кому была выгодна смерть Бориса Немцова, нужно проанализировать две вещи: детали произошедшего преступления и историю подобных происшествий в новейшей истории России. И тогда все станет ясно. Начнем именно с деталей. 27 февраля 2015 года в Москве застрелен Борис Немцов. А вот детали этого преступления. Накануне марша оппозиции, назначенного на 1 марта, убит один из его организаторов. Немцова убивают рядом с Кремлем, почти напротив Кремля. Убивают цинично, при свидетелях. При этом даже его спутницу убийца не пытается убрать, как свидетеля. Спутница Немцова родом с Украины. Убийство происходит 27 февраля, за пару дней до этого президент России именно этот день назвал Днем сил специальных операций. В народе этот день сразу нарекли Днем вежливых людей. На другой стороне моста, на котором застрелили Немцова, Болотная площадь. Именно на Болотной были самые сильные протестные акции 2011-2012 года. Это символ протеста для российских белоленточников. Все западные и либеральные российские СМИ заполняют фотографии тела убитого и места его гибели в цветах. На фоне кремлевских башен. Подведем итог. Более неподходящего времени, более странного дня, более неудачного места для убийства оппозиционера для власти просто не придумать. Нет ответа на вопрос, зачем было убивать Немцова кровавому режиму. Рейтинг этого политика был резко отрицательным. Он последовательно провалил все федеральные выборы, в которых участвовал на протяжении всей своей политической карьеры. Провалил и выборы на должность сочинского мэра. Единственное достижение – победа в Ярославле и прохождение в областную думу. Депутат Ярославского парламента, при всем уважении к этому славному городу, для политика федерального масштаба отнюдь не победа, в лучшем случае почетная пенсия, каковой, например, для Явлинского, является работа в питерском ЗАГСе. Произошедшие тогда события очень напоминают обстоятельства убийства Бориса Немцова. Тогда подряд произошло несколько загадочных смертей оппозиционеров, в которых западные СМИ и наши борцы за свободу немедленно обвинили Россию и лично Владимира Путина. Первой загадкой в этой серии стала смерть в Лондоне, якобы от отравления полонием Александра Литвиненко. Убийство совершено таким способом, которым не воспользуется ни один здравомыслящий преступник. Полониевая дорожка прямо приводит к Александру Луговому, выдачи которого в нарушение нашей Конституции требует Великобритания. Получает отказ и, в свою очередь, категорически отказывается предоставить материалы следствия российской стороне, дабы судить подозреваемого в России. Вторая часть спектакля – прямо-таки ритуальное убийство Политковской в день рождения Путина. Снова мы видим удивительную вещь. Литвиненко, который уже не мог разговаривать, прошептал своему адвокату, что в его смерти виноват Владимир Владимирович. В случае с Политковской передовой общественности здесь и всем смотрящим ТВ там сразу ясно, что несчастную женщину убили по его же приказу. Что нам известно про Бориса Немцова? В 1990-е Немцов был политической звездой молодых реформаторов постсоветской России.
Он стал вице-премьер-министром, и некоторое время его считали возможным будущим президентом, но в 2000 году именно Путин сменил бывшего президента Бориса Ельцина. Немцов публично поддержал этот выбор, но его критика становилась все более громкой после того, как Путин ограничил гражданские свободы, и в конечном итоге Немцов был отодвинут на задний план российской политической жизни. Он возглавил массовые уличные митинги в знак протеста против результатов парламентских выборов 2011 года и писал статьи о коррупции чиновников. Его также несколько раз арестовывали, когда Кремль расправлялся с оппозиционными митингами. В феврале 2015 года, спустя всего несколько часов после призыва присоединиться к демонстрации против военного участия России в Украине, Немцову 4 раза выстрелили в спину неизвестные нападавшие, по версии Кремля. Путин взял расследование убийства Немцова под персональный контроль, но реальный убийца так и остался на свободе. Друзья, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Люди должны знать про нашу страну.